Морковча, пигоди, кукси – все это звучит знакомо, не правда ли? Да, для нас это все классика корейской кухни, но в самой Корее на вас посмотрят с удивлением, ведь здесь таких блюд нет. И сегодня я вам расскажу, как корейцы принесли вкус Кореи в Россию и Среднюю Азию, сделали его уникальным и теперь возвращают его обратно. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore, устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. В данный момент я нахожусь в городе Ансан, это один из самых крупных городов, которые находятся рядом с Сеулом, и здесь живет очень много русскоязычного населения. Но сегодня я буду не один, сегодня будет со мной мой друг Инте. Всем привет! Вы, возможно, видели его в ролике, где я рассказывал про алкогольную культуру. Если вдруг не смотрели, обязательно гляньте его. Ну а первым делом мы куда идем? Есть пигоди. Ты здесь уже пробовал что-нибудь? Да, я пробовал все виды пигоди, кроме грибов. Ну, мне больше всего понравился хэм и чиз, то есть ветчина с сыром. Кстати, они вроде там делают еще это все на углях. Хэм и чиз просто звучит не совсем традиционно. Ну, ты хоть раз вообще пробовал пигоди с сыром и ветчиной? Нет. Смотрите, кто тут еще с нами присоединился. Еще раз. Ну, давай возьмем тонгын мучим, то есть морковку по-корейски, это 100%. Ои мучим, ну, огурцы. И кимчи здесь попробуем. Все попробуем, давай. Ты голодный, нет? Нет? Очень сильно? Сильно, да. Ну, значит, будем все пробовать. Смотри, давай в эту, короче, добавим морковку. Пультак есть. Быстрее. Пультак нет, не пацаны, не берите, это не тот пультак. Кусу канджан. Кусу, там же кинза получается. Ну, да. Я ненавижу ее. Мы нормально, да. Но Окей. салатики тоже внутрь, да, идут? Не, мы Всё, хотим всё. внутрь, чтобы... Всё по-нашему Да. желанию. Пигодю разрезают и внутрь сверху кладут морковчу. Вы же сахалинские корейцы, что Когда вы? ты на Сахалине ел морковку, чтобы пигодю тебе закинули Знаешь, пинце? что прикол? У меня у сестры завод цех по производству пинцет хабаровска. Где-то морковка была у тебя Да. внутри. А, нет, в смысле... Если на рынке покупаешь? Морковка А. отдельно есть, они могут просто запихать. Так, а он говорит, что это сразу идет. Не, мы нормально. вот попросим, чтобы это, да, давайте. Отдельно, да? Не, чтобы внутрь, внутрь Так клали. она этот вкус поменяет, естественно, в пригоде. 4 закажем, чтобы было внутри, а 4 закажем отдельно, чтобы не было. Правильно? Его просто дома, походу, не кормят, и он сюда приходит добрать, я вам серьезно говорю. По традиции, как всегда. Снова плачу я, да. Платье старше. Платье старше, дело только в этом. Ничего. Тяним, 잘 먹겠습니다. Ну что, сейчас мы будем пробовать, и мы начнем, как ни странно, не с самой классики, а начнем с пигоди вот этой розовой, которая идет у нас с сыром. Смотрите, она такая красивая, яркая. Почему мы решили именно с нее начать? Потому что боимся, что иначе сыр просто затвердеет и будет уже невкусно. Не так, как задумано авторами данного блюда. Сколько там сока от огурцов. Мне очень нравится начинка. Давай я держу. Посмотрите, огурцов не пожалели. Вот так показывай, смотри. Научу тебя сейчас. Та-дам. Как сочно. Тесто главное упругое. Это, конечно, не классический вкус, но это очень вкусно. Как я и обещал, следующую мы пробуем классику. И здесь именно идет мясная начинка, плюс капуста. И смотрите, нам еще внутрь положили морковчу. Сверху немножко надрезается и кладется внутрь панчан. Так на самом деле в Корее вообще нет, никогда не подают. И это, кстати, одно из главных отличий, потому что в Корее тебе, если и дают панчан, его просто кладут рядом. Обычно это либо маринованная редька, либо кимчи. Соус надо налить. Это соевый соус с кинзой. Оп, все, хорош. Мясо на углях. Поэтому это не оригинальный вкус, но это вкусно. Здесь ребята пошли, знаете, дальше. Они решили добавить свое авторское видение, современные вот эти тенденции. Сейчас же модно все делать на углях, либо, знаете, делать там рваную свинину, рваную говядину, как сказать, вестерн, да? Такое западное немножко направление. Но это вкусно. И, кстати, очень классно сочетается с нашей морковкой. Ну что, Кость, как твое мнение? Вкусно, пацаны, вкусно, очень вкусно. Это очень что-то новое. Какое-то новое дыхание, да? Мы сейчас попробуем без морковки Давай. и поймем истинный вкус. А так это очень прикольно. Смотрите, сколько здесь внутри капусты. Пахнет так же. Ну, да, просто без морковчи. Если убрать дымок, то получается прям как у бабушки, да? Ну, дымок
меняет вкус совсем. Есть плюс то, что здесь много мяса, но в то же время оно немного жестковато. Я извиняюсь, просто, ребят, мяса достаточно много, но оно немного жестковато. Жестковато, да, тоже хотел сказать. Так, смотрите, у нас теперь курочка с каким-то острым соусом, который мы заказали, и внутрь нам положили кимчи. Ровнее, ровнее, ты чё? Кому-то больше, кому-то меньше достанется, так не делай. Ой, я уже вижу, какая там начинка. Да. Какая-то супер сочная. Держи, тебе как старшему побольше кусок. Ну давай, не уронить бы его. Пиццу я доедаю. Зря ты доедаешь. Выглядит очень многообещающе. У меня аж по щекам потекло. Вот это поострее мне больше нравится, честно говоря. Сочно, мощно. Кимчи здесь очень вкусное, кстати говоря. Сам соус еще очень классный. Ну и просто курица, она более мягкая, как-то жрется поприкольнее, да? Мне этот вариант больше нравится, чем оригинальный. Говядина, она тоже классная, но все-таки классика ее сложно назвать. Вот нам Костя еще разрезал обычный чикен без кимчи. Соуса, да, как будто поменьше? Да. Ну давай пробовать. Курица тоже на углях. Ага. Да, но мне больше понравилось, когда с кимчи было, там мы как-то... Да, там баланс поприкольнее. Какое-то равновесие. Как обычно в корейской кухне, баланс кислого, острого и сладкого. Да. А здесь такого нет. Пицца мягкая, кимчи хрустящая. Это самое лучшее сочетание. Согласен. Когда внутри что-то хрустит. Мне просто вот прям вот курицу мне жалко выкидывать. Ну, даже не доедать, что-то с ней делать. Курица прям, я домой допинаю возьму. Хорошо договорились. Я не против. На вид она самая такая идеальная, Да. сочная. Прям выглядит, не знаю как. Вы только посмотрите на вот эту лялю. Офигеть. Она просто огромная. Костя, как обычно, пошло шутит там за кадром. Говорит, кое-что ему это напоминает, блин. Давай, режь уже. Ну да, это напоминает жемчужину корейской кухни. Ну, это именно в виду, да, же, Да, парень? конечно. Мы же конечно. понимаем прекрасно. Однозначно Вы же жемчужина. тоже, да, все это, ребят, понимаете. О, смотрите. Вот это начинка. Вот это прям прикольно. Смотрите. Офигеть. Я думаю, что вот это будет прям по вкусу очень интересно. Тем более здесь вот эти древесные грибы. Все, пробуем. Мне остроты не хватает. Там Я томатный добавлю. соус. Вот это самое вкусное. Прям вообще, это просто... Я не знаю, почему ты говорил, что самое вкусное с курицей. А ты, наверное, вот эту просто даже не пробовал раньше. Я не брал, да, с грибами. Самая крутая это вот это с грибами. Инте, в принципе, любит курицу. Ну Да. какой, на, держи. Опять вот эти все твои... Костя, ты такой пошляк, мне аж стыдно это за тебя немножко. Пахнет она нормально, не переживай. По мне это самое вкусное. Без древесных грибов она вкуснее. Они просто весь вкус перебивают. Ну, не знаю. Мне понравилось А очень. так внутри шампиньоны. Да, ну Да, и вообще, вот прям прикус шампиньона прям вообще уматный. я вообще скажу тебе так, я вот все, что мы попробовали, мне понравилось все, особенно когда внутри были панчаны. Когда их не было, вот мы классику попробовали и курицу, мне не понравилось, мне больше нравилось именно когда панчан внутри. По мне самый топчик это был вот это вот. Осаток. Который с сыром и... с огурцом. Вот Да. с огурцом самые были Да, топчики, да. ну, туда мы просто добавили ои мучим внутрь. Я думаю, вы уже поняли, что если составить какой-то определенный топ, то на первое место я поставлю пигодю с грибами. На второе место я поставлю, наверное, с курицей и кимчи. На третье место я поставлю ветчину. И, как ни странно, на последнее место я поставлю классику. Классику. Ну, классику я согласен, там из-за мяса все так получилось, но я поменял местами грибы и курицу. То есть для тебя все равно курица на первом месте. Ну да, честно, она и самая сочная получилась. Ну, у Кости, как он сказал, самое вкусное это с ветчиной. Ветчина, сыр. Потом я выберу, наверное, скорее всего, классику. Третье для меня будет. Я выберу грибы, а четвертое тоже будет курица. Что ты за пузо держишь? Ты уже наелся, что ли? Нет, нам еще дальше ехать Это есть. по разу у себя. Я вот доедаю, остатки ваши. В любом случае, мы все сошлись в одном самом главном, что вот это современное прочтение пянсе, и либо пигоди, да, как правильно сказать, можно и так называть. Кстати говоря, это очень интересный момент по поводу, откуда появилось название. Потому что в Южной Корее нет, да и в Северной Корее нет такого названия ни пигоди, ни пянсе. Ну да. Есть просто чинпан, либо Ванманду. Ванманду, да. Но при этом ванманду, чтобы вы понимали, это, хоть это называется большой королевский пельмень, он обычно по размерам вот такой вот. То есть, если мы говорим про пигоди, вы сами видели, оно вот так в кадр не помещается. Я не знаю точную этимологию происхождения, что пянсе, что пигоди, но, насколько знаю, это, скорее всего, пегоджа,
которые еще там со времен династии Корё называли это. Форма груши Т. Это вот единственное, что я смог найти в корейских источниках о том, откуда появилось это слово. А пенсе, вообще говорят, тоже никто не понимает, говорят, вот вы сахалинские корейцы, откуда пенсе появилось? Когда я учился в Хабаровске железнодорожном институте, я делал постоянно доклады насчет переселения народа из провинции Чосон на нашу, скажем так, территорию Дальнего Востока. Они же попали, получается, на Йонхэджу. Это дословно переводится, это территория рядом с Уссурийском, на пересечении, получается, Китая, Северной Кореи и... России. Да, и России, получается. Пенсе, это слово образовалось, знаете, от чего? От чего? По-северокорейски манду называлось не манду, а манте. Манте? Манте. То есть, а у них еще и диалект такой, что манте, пянте, Как да. в китайском мантоу будет больше, Да. А в Средней Азии манты. Вот, манты, да. То есть они все созвучны, но сами понимаете, что в Южной Корее диалекты все разные, особенно в Северной Корее. Вот, допустим, с северокорейцами будем разговаривать, мы как бы их речь поднять-то поймем, но все равно слова некоторые будут незнакомы. Я просто нашел в корейских источниках, где рассказывается, что это вообще не корейское слово, либо если оно корейское, то очень древнее, и его писали еще тогда китайскими иероглифами, и оно звучит как пёнсик, и это типа оттуда пошло. А пёнсик значение означало комфортная еда на каждый день, либо любимая еда, еда, которую ты можешь есть каждый день. А как тебе теория о том, что это название из провинции Кёнсан-до, откуда были большая часть переселенцев именно сахалинских корейцев? Нет. Там не так Пянце, да, пигоди, это вообще, они созвучны больше на манты, как я и сказал, и по северокорейским словам манте. Еще и с диалектом они, возможно, это послушаются пянте. А вот когда переселялись, получается, больше на Дальний Восток, это случалось в те года, когда Корея была очень бедной страной. То есть, соответственно, обычные граждане, им было нечего кушать. Они уезжали за новыми возможностями, соответственно, вот, по картинкам можно, Денис попозже вам заснимет и покажет. То есть, в 1860-х годах до 1930-х годов они переселялись в те территории, которые были не развиты, они там начали соживаться, а акцент, оставался с Северной Кореи. То есть, туда больше перебирались диалект его называют. Да, перебирались больше с северной части Кореи, а не с южной. И, соответственно, вот такие значения остались. Короче, черт ногу сломит, откуда появилось название пянсе и пигоди. Может, кто-нибудь из вас придумает машину времени и попадем назад. Нет, друзья, если вы вдруг знаете происхождение этого слова, вот мы корейцы сидим, 3 корейца не знаем, может быть, вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях вашу версию, возможно, она правдивая, возможно, мы где-то просто не доглядели. Возможно, чья-то бабушка, дедушка знает какую-то истинную историю этого блюда. Ну, а мы переходим к кукси. Друзья, кукси здесь просто выглядит невероятно. Во-первых, его очень много. Лапша. Похоже, это мочонка, которая более тягучая. Сейчас попробуем. И на вкус более жевабельная. В чем прелесть этой лапши? Она не разбухает. Ну да, есть такое. В глаз мне попал уксус там, что ли? Так тебе и надо. Денис жестокий человек. Я не жестокий, просто он долго очень это делает. Так, мне интересно попробовать мясо. Мясо здесь тоже на углях. Уйнегук. Уйненкуп. Не факт. У нас немножко по-другому, но его готовят. Необычно. По вкусу это уйнегук. У нас же тоже типа огурцы, когда делают, на терке, стругают. И когда вот ее стругают именно соломкой, да, во-первых, аромат выделяется, и плюс то, что много вот этого сока с огурцов тоже вот примерно так же делают. Не, пацаны, но у меня вот один вопрос к вам единственный. Кому какой кукси нравится? Более сладкое или более такое кисловатое? Просто есть по-разному делать, и постоянно из-за этого какие-то недопонимания. Кто-то приходит в гости и говорит, дайте мне уксус, потому что мне слишком сладко. Кто-то говорит, дайте мне наоборот сахар. Я люблю, когда чуть покислее. Я тоже. Тем не менее, сладость тоже важна, потому что должен быть баланс. Когда вы готовите кукси, особенно по моему рецепту, сахаром не пренебрегайте, потому что важно соблюсти баланс вот этого кислого и сладкого. Но мне, конечно, всегда больше нравилось горячее кукси, потому что там вот этот наваристый бульон, в который мы, конечно, там добавляем немножко уксуса, потом, чтобы он был тоже немножко кисленький. Горячий как-то в моей семье всегда любили больше. А я тебе открою свой секрет небольшой. Я кукси русскоязычных корейцев попробовал первый раз в Корее здесь. Я Как ты жжём там у нас, блин, вообще. Это, мне кажется, ты придумаешь. Ты Нет. ни разу на дома не пробовал куксу или кафе? Нет, я куксу никогда. Я только юкидян у вас ел, там суюк всегда ел. На мероприятиях корейских не пробовал? Нет, я серьезно тебе говорю. Я тебе серьезно говорю, я не Да, шучу. даже у нас на Дальнем Востоке, все, когда получается там год или там свадьба, все всегда делают кукси. Традиционно, да, ставят Ну, куксу. серьезно, я такой не пробовал. Я вам серьезно, пацаны, говорю, я не Это, пробовал. это уже не по-нашему, это не по-сказать. Да. Так, ну, я вот
вот такой попробовал первый раз здесь, пацаны. Я об Это этом больше говорю. по, вот, как в Средней Азии Средней готовят, да. Азии. Потому что на Сахалине, например, да, и вообще у нас там на Дальнем Востоке, например, помидоры не стругают внутрь, то есть, ну, такого нет, например. Ну, я, конечно, тоже начал добавлять помидоры, потому что они добавляют приятную кислинку, и за счет этого ты меньше добавляешь уксуса, но все равно я помню, что у нас не добавляли, и вкус из-за этого был немного другой. Чем отличается наша кукси от куксу, которая готовят в Южной Корее? Во-первых, начнем с фундаментальных отличий. Непосредственно кукси в нашей кухне Корё-Сарам — это конкретное блюдо. А если мы говорим про куксу в Корее, то это направление супов. То есть в корейской кухне целое направление супов с лапшой, потому что этих куксу великое множество. Есть с курицей, есть с говядиной, есть вообще без ничего. Есть целая категория каль-куксу, это которая с домашней лапшой режется ножом. В этом фундаментальное различие. Поэтому, когда я слышу такую теорию о том, что наша кукси вкуснее, чем корейская куксу, это неправильно. Потому что, скорее всего, тот, кто такое говорит, не пробовал вкусное корейское куксу. Он попробовал, наверное, сами какое-нибудь простое, да? Какой-нибудь чанчи куксу еще и без мяса. На работе где-то угостили его, дали во время да. обеда. Либо, да, во время обеда в качестве, там, не знаю, даже не основного блюда, а как панчана, да, какого-нибудь, и все. Возможно, вполне возможно. Ребята, это фундаментальное отличие. Еще раз, кукси в нашей кухне — это конкретное одно блюдо, оно бывает горячим и холодным. В корейской традиционной кухне куксу — это целое направление, и там множество супов. Там не один десяток этого куксу. На 100-тысячной аудитории сижу, обедки доедаю. Почему объедки? Все правильно сделать. Чего добру пропадать? За все, что уплочено, должно быть проглочено. Да, давай мы тебе еще кукси тебе туда выльем, еще в пакет. Пакет напихаете, да? Не просто напихаем, просто выльем туда. Друзья, спасибо вам, желаю вам того же. Мы, короче, переместились в другой район. И он максимально здесь, я бы сказал, русский район. Русифицированный. Да, потому что тут можно встретить вот такие вот вывески. Мой мясной, мельница. Здесь слева находится университет корейский Ханьян Дэ Ханчжоу. Ага. Вот, и здесь перемешку русскоговорящие и, соответственно, южнокорейцы хангуки молодые. Поэтому здесь может быть какие-то, пару модных щиктанов, а то есть кафе. И будут также корейских именно, и будут русскоязычные заведения. Ну, пока что я вижу в основном все русскоязычное и русскоязычных ребят в том числе. Почему вот прачка корейская? Так, смотрите, что у нас тут в меню. Смотрю, селедочка под шубой, гнездо глухаря. Это не похоже на корейскую еду. Куда ты меня привел? Это для начала, это аппетайзеры, я тебе скажу так. Аппетайзеры у нас были пигоди. Тут есть вот подводочку, например, винегрет. Вот, смотрите, вот у нас есть тут требуха, баклажаны всякие. Так, супы я вижу у нас тоже есть из русской кухни. О, есть вот кукси, сереги тямур есть, пуктяй. Слушай, мы пигоди уже перекусили, тогда, наверное, мы начнем с каких-то... Начнем с закусок, да. Закусок, салатов. Тогда без требухи. Нет, требуха нужно. Это обязательный минимум. Базовый минимум. Ты не любишь требуху. Как ты в фудблогеры подался, ё-моё? Расскажу эту интересную историю. Одним ранним утром я проснулся не от будильника, а просто от запаха требухи. Когда я начали варить, и эти ароматы, они непередаваемые. И после этого эти непередаваемые ароматы в тебе не перевариваются. Это травма детства, друзья. Посочувствуйте. Прикольно, что сунде здесь называется сундя. Мне кажется, сундя называют где-нибудь там в Средней Азии, да? Потому что у нас это тоже всю жизнь сунде называлось. Да. В Ташкенте тоже был, назывался сундя. Ну вот, да, я говорю, где-то как будто бы это оттуда. Крахмальные пигоди ты пробовал? Крахмальные пигоди, конечно, я пробовал. У меня бабушка готовила, очень вкусно, она их всегда делала. Но их очень сложно готовить, но мы попробуем здесь. Итак, друзья, нам уже большую часть заказа принесли. И мы начнем сразу с кукси, потому что, во-первых, она холодная, а во-вторых, потому что боимся, что может лапша разбухнуть и будет не так вкусно. Мне нравится, что здесь очень много капусты, потому что лично я люблю, когда много капусты. Особенно, знаете, когда в горячее кукси кладут жареную капусту. И это, знаете, это средняя порция. Средняя? Да, я сказал средняя, они сказали, есть маленькая, средняя и большая. И мне сложно представить, какая большая, наверное, будет там вот такой тазик, блин. Давай сразу бульона попробуем. Да. По вкусу он очень сильно похож на наш. Вот это настоящий пигоди. Да. Вот это пигоди. Да, это А то, что было ребят, там, это было пинце. крахмальные пигоди, они очень вкусные. Давай чуть добавим уксуса, чтобы было чуточку покислее, как мы любим. Это вот тоже, кстати, особенность такая, знаете, определенная, что в таких заведениях часто стоит рядом еще уксус, чтобы
ты мог сделать по своему вкусу. Но, кстати говоря, вот это в этом плане есть общее с традиционной корейской кухней, потому что у них тоже обычно, когда ты заказываешь намен, там идет уксус рядом и горчица да, разбавленная. Да, и ты тоже можешь ее заправить так, чтобы был вкус покислее. Что ты плохо еще размешал. Ну, уже вкус практически родной. Да, уже ближе к тому, что мы любим. Денис любит капусту, а я возьму огурчики. Сейчас оно, да? Блин, очень вкусно. Больше всего меня, конечно, вдохновляет размер порции. Вы просто заказываете вот такой вот джбан, и все. И этого хватает, чтобы наесться полностью. Вот тут настоящий вкус кукси, который я знаю. И мяско такое приятненькое, без дымка, без дополнительного вкуса. Обычно стандартное мясо. А что ты дуешь? Она холодная. Ну, ты уксус, да, добавил? Да, Вот самое то мне тоже нравится. потому что оно иначе очень сладкое. Ребята, очень вкусно. Тут лапша, кстати, другая. Там была мочонка более тягучая, а это называется варенка. Варенка? Да, ну ее называют, знаешь, как? Это называется сомен. Ее называют, знаешь, как варенка, мочонка и давленка. Давленка это что такое? То есть сырое тесто прям выдавливается сразу кипяток из всё, я аппарата. понял. Да, это тот самый острый перец, без которого кукси, кажется, ну, не нужно. На всякий случай, возможно, это остро будет, так что немного. Немного. Знаешь, для моих зрителей, для многих это уже много. Теперь самое главное, я вот так вот размешаю, ребят. Перец не особо острый, но честно говорю. Ну-ка, сейчас я попробую. А не, подожди. Я тебе, наверное, горе хапнул. Всасывать надо лапшу. Дыхания не хватает. Не, походу, я переборщил, слышишь, чуть с перцем. Ну-ка, да, я попробую. Да не остро, что ты тут устроил, блин? Да, она не острая, она просто прикус дает. Вот прям такой приятный, знаешь, вот это вот. Приятную пряность. Это прям то, о чем я говорил. Все, пазл сложился. Теперь это точно то кукси, которое мы любим. Все. Меня жертву сделали, как будто меня. На самом деле он острый, да? Нет, вообще не остро, ни в одном глазу. Настало время пробовать пуктяй. Скажу честно, это суп моего детства, потому что у меня часто его готовили, как, не знаю, в обычных семьях в России борщ. Потому что мама постоянно готовила, отец постоянно готовил. Если мы не знали, что мы хотим есть, всегда у нас на столе был пуктяй. И всегда обычно в большой кастрюле, я имею в виду, варили сразу там на пару дней вперед. Давайте попробуем, насколько этот вкус соответствует тому, который я помню из детства. Я пукчай первый раз попробовал у друга. Разница, знаете, в чем между пуктяем и твинджан чиге? В том, что пуктяй делается на основе нашей соевой пасты тяй. А это, знаете, такая паста, тоже соевая, но она еще обжаривается. Знаете, в чем самое интересное? В чем вот именно фундаментальное различие традиционной корейской кухни от кухни Корё-Сарам? В традиционной корейской кухне есть такие пасты, как твинджан, кочуджан, самджан, а у нас есть только одна. Она называется тяй. Ее, как правило, тоже делали все дома сами. И у нас бабушка постоянно делала сама. Что ты скажешь? Да, обычный тенденкук. Да, потому что, мне кажется, здесь не на чае делали, а именно на твинджане. Но это все равно вкусно. А еще знаешь, как у меня мама готовила, и отец тоже? Они еще любили миёк добавлять. Мелко-мелко нарезанный миёк, чисто для вкуса. Ты его даже не видел в виде, знаешь, этих... Есть даже специальное название этого блюда. Щигатимури, или как они там, щигатимури. Короче, вот они прям называют щигатимури. Они добавляют туда, в этот тинджан, получается, ну, этот... морскую капусту, да. И согласись, вкус сразу становится богаче, потому что в морской капусте большое содержание вот этого вот натурального... MSG. Да, MSG, то есть глутамата натрия, вы все его знаете. Я чувствую вкус кинзы, я кинзу абсолютно не кушаю, не люблю. Но скажу одно по поводу супа, что интересно. У меня дома, я родом с Сахалина, мы называли тенджанкук, понимаете, а тут пуктяй. Разницу еще вижу в ингредиентах. Тут яйцо. У меня никогда не было яйца в супе. Ну и, кстати, у нас дома там был более постный суп. Ну, то есть тут он погуще такой, более сытный выглядит. Тогда, да, это был действительно твинджан кук. Потому что все, что кук, оно типа такое, более жиже. Лайтовая версия. Так, ну что, настало время попробовать камди пигоди. Блин, оно мне развалилось. Она остыла, все, развалилось. Весь сок вытек оттуда. Надо было сразу с них начинать. Короче, извините, ребят, но я съем вот так.
Родной вкус кориандра. Чувствуешь? Но я люблю добавить, конечно, соевый соус. Дышите, дышите, пацаны. Вот это настоящие пигоди. Это по-нашему. Да, Или по-вашему. Или по-вашему. это классика. Короче, вот настоящий пигоди. Это не вот это вот то, что мы ели с мясом на углях. Это вот настоящие классические пигоди. Очень вкусно. Ты не замечал? В Корее нет такого. Вообще нет. Нигде. Нет. Одно из фундаментальных отличий. У нас обычно начинка это что? Капуста, лук, чеснок, мясо. Все. Ну, еще кориандр добавляют. А в Южной Корее, да, Пучу. пучу, да. Крахмальная лапша. Пучу это этот лук-чеснок такой плоский. Крахмальная лапша. Крахмальная лапша, мясо. Немножко мяса. Еще немного добавляю тубу, тофу Да. перемолотый. И иногда бывает капусту добавляют. Да, и причем по-разному. Иногда добавляют пекинскую капусту, иногда обычную капусту. Но еще знаешь, что иногда добавляют? Еще мелко нарезанный ростки сои, которые Да, при этом, да, да, пробаншировали. То есть, на самом деле, начинка более хитрая с точки зрения того, что там больше ингредиентов. Но как будто бы, знаешь, читерская. Они как будто на мясе сэкономили, добавили туда тубу. И, собственно, ты такой сидишь, и вроде бы вкусно, даже сочно получается. Ну, ты хочешь мяса больше. Вот, в этом плане, мне кажется, наши пигоди выигрывают. Корейцы, когда пробуют, ну, южнокорейцы прям приезжали к нам в Хабаровск, пробовали пигоди, они говорят, нифига себе, что это такое, ее нужно по-любому продавать в Корее. И вот, наконец, ее тут продают. Немного соевого соуса, чтобы магия случилась. У тебя в детстве кто-нибудь из родни готовил такие пигоди? Может готовить, но я не помню такого. Я здесь такое впервые пробую. Жалко, что они остыли и начинают разваливаться. Фишка в том, что это, ребят, это крахмальное тесто. То есть это не пшеничное тесто. Оно делается из крахмала, поэтому оно такое, они такие тоненькие, прозрачненькие. Из-за того, что они остыли, они перестают быть эластичными и начинают разваливаться. Поэтому их надо есть горячими, вот только когда с плиты сняли и сразу. Мы что-то об этом забыли и почему-то совершили такую фатальную ошибку. Но на вкусе это не отразилось. Аутентичный вкус. Просто ничего лишнего. Действительно, мяса на углях здесь нету. Это было бы реально лишним. Но там же кориандр. Ты же не Нет, любишь кориандр. Ну, он еще тут более-менее. Но вот именно косу, вот, кинзу, я вообще не перевариваю, особенно в свежем виде. То есть мы какой можем сделать вывод? Что на самом деле тебе нисколько не нравится кинза, сколько тебе не нравятся иногда некоторые сочетания с кинзой. Давай так скажем. Окей. Хочу сказать интересный факт, ребята. А вот вы говорили про хангуков, южнокорейцев, кто сюда приходит. Зачастую они знакомятся здесь с нашей кухней, потому что наши русскоговорящие корейцы работают, соответственно, на хангуков. И когда происходят квещики, корпоративы, они всегда задают вопрос нашим ребятам, говорят, где вы хотите покушать, что для вас интересно. И наши корейцы говорят о том, что давайте попробуем нашу корeo-кухню, получается, кореинов. И приходят сюда и знакомятся со всеми этими блюдами. И действительно, они в восторге отсюда уходят, довольные и сытые. А ты сам вообще водил сюда кого-нибудь из хангуков? Слушай, да, я водил свое начальство, когда мы в альпинизме работаем. Он говорит, флешик, корпоратив. Я говорю, тогда пойдемте русскую кухню. Но это очень редко бывает, потому что он нас больше баловал китайской кухни, какие-то новые такие деликатесы мы пробуем для себя. А ты сказал русскую кухню, то есть ты борщом их кормил, да? Абсолютно всем. А самое, что для них странное было, это вареники с творогом. Они вообще это не поняли. Ну, ради прикола мы им дали. И холодец. Холодец им еще не понравился. Им вообще было непонятно. What you gonna do when your circuit's being burned out? Staying in your lane, I was zombie, but I still try. Сейчас мы будем пробовать сунде, это кровяная колбаса. Знаете, сунде это именно корейское настоящее название, но здесь в меню оно написано как сундяй. Сунджа это бабушку наших звали Сунджа раньше. Да. Я даже макать никуда не буду. Родной вкус максимально. Так суховато, да? Шкурка толстая. Ну, это вкусно, Да. но суховато. Здесь подали нам перцовый соус, но я всегда любил соевым есть. Подожди, мы в каком-то ролике, в одной из роликов я тебе говорил, что как корейцы кушают сунде. Да, это было в Чонжу, что в Сеуле макают соль, а в Чонжу макают... Самджан. Нет, в Чудян. Чудян. А в Да. Пусане макают самджан, Самджан, либо да. канджан, Да. Здесь нам подали немножко другой соус, сейчас попробуем. Это, скорее всего, похоже больше на чудян. Это наш соус. Соевый соус, красный перец. Да, это наш соус. Опять же, в чем фундаментальное отличие от традиционного сунде, который в Корее продается? Там очень много крахмальной лапши внутри, да? А там нету, там совсем другой состав. У нас кладут рис, много крови и немного там мяса, да, там фарша добавляют. А там такое ощущение, просто кровь, крахмальная лапша и все. Да. И все. Из-за этого многие говорят, что
кровяная колбаса в Корее невкусная, что у нас вкуснее. Если брать именно сравнение с той, которую мы вот писали, где крахмального вообще много, то да. Но если мы говорим про традиционное, например, тоже писунде, да, которое на юге готовят, имеется в виду в южных провинциях, в одном из роликов мы вам показывали, то оно мега вкусное. Сколько у тебя в среднем видео набирает просмотров? В среднем 100 тысяч и выше. А сколько было максимально? 5,4 миллиона просмотров. Короче, ребята, если это видео наберет более 5 миллионов просмотров, я нашел место, где готовят прям атас. Кровяную колбасу, тоже сказали, что похоже на наше, и свожу его в самый север Кореи. Я так Южной переживал. Кореи. На север Южной Кореи, да. Я переживал, что он скажет, если это видео наберет 5 миллионов просмотров, то я приготовлю вам сунде на камеру. Ребят, я не знаю, не представляю, что должно произойти, чтобы я решил приготовить сунде, потому что это очень трудоемкий процесс. Я помню, у меня отец любил, ну, точнее, отец готовил всегда в семье сунде. И обычно вся кухня потом в крови, Подожди. в кишках. Если наберет более 10 миллионов просмотров, то Денис приготовит основу, а я приготовлю по рецепту моей мамы. Я уверен, получится очень вкусно, что у тебя и у меня, но это видео не наберет 10 миллионов просмотров. Посмотрим. А вот НТ сидит такой важный, отказался пробовать сунде. Оно такое вкусное, еще его много, но он говорит, он не ест такое. Не-не, друзья, просто из-за этого специфического запаха, я не знаю, с самого детства не могу есть сунде. Ты не в ту профессию подался. Какой ты фудблогер, если ты не ешь такие вещи, как сунде, там, что ты еще не ешь? Субпродукты не ешь, кишки не любишь, да? Да. Не, кишки я начал есть, Требуху говяжьи кишки я начал кушать. Ребята, это для него такой процесс. Я помню его, когда мы в Хабаровске к нам приходил в гости, он даже не ел самгюпсаль. Понимали, он самгюпсаль не мог есть. Вот, это абсолютная правда. Я мясо начал есть где-то лет с 23. То есть мы приходили кушать куда-то говядину, допустим, свежую, с Инкоги, да, кушаем, и я просил просто жареное яйцо. Я просил жареное яйцо, потому что, ну, я не ел такое мясо. И сосиски, наверное, еще. Да. Ну, сосисок так не было, вот, и поэтому одно из первых, я не знаю, как сказать, продуктов, что мне в Корее понравилось, это спэм. Да. Костя сказал, что да, когда я сказал сосиски. Все, ты спалился. Ну, вот так вот. Вкусы меняются со временем. Я уверен, лет через 10-20, может быть, я с вами порадуюсь за этот вкус сунде и кинзы. Лет через 10 он начнет жрать только одну рыбу. У корейцев это свойственно. Наконец-то мы добрались до закусок, которые идут к основному блюду. Ну, они здесь подаются как основные блюда, а именно кимчи жареное с мясом, перец жареный с мясом и есть требухи, мое любимое, которое НТ обычно не любит. Обожаю требуху. Обожают. Самый вкус. Давай с нее и начнем. Она еще выглядит так сочно, так красиво, так ярко. И нам больше с тобой достанется. Ты же любишь? Это же вообще... Это самая вкусная часть. самая вкусная часть этого видео. Наконец-то. Смотри, как они сверху посыпали кинзы, которые любит НТ. У него прям слюнки, смотрю, теку, да? Или это не слюнки? Держи все в себе, НТ. Ай, обожаю требуху. Я не знаю, вот я, когда был ребенком, я требуху сразу полюбил. Не знаю, почему многие в детстве там не едят требуху, говорят, она воняет. Да ничего не воняет. Есть специфический вкус, конечно. Но корейская требуха, она никогда не воняет. Может, просто родители у тебя готовили хорошо его. Ну, это однозначно. Некоторые шкитаны в детстве я пробовал. В России, у нас там по-барски. Некоторые воняют очень сильно. У бабушки тоже было очень вкусное. Я вообще, в принципе, любил у бабушки ходить там на день рождения, на юбилей, потому что знал, что будет на столе требуха. А в Корее вообще отлично. Ты заходишь на купанг, находишь его, а там уже она все уже готовая. Почищенная, порезанная. Просто заказываешь и все, потом готовишь. В Южной Корее, я имею в виду именно традиционной корейской кухне, тоже есть такое блюдо, только оно называется по-другому. То есть у нас все, что заправляется уксусом, называется пхе, да? То есть, хотя настоящее хе это другое. Вы знаете, я много раз рассказывал в своих роликах. Здесь это называется мучим. И все, что заправляется, в том числе с уксусом, это мучим. Помнишь, мы где-то пробовали в каком-то щектане, тоже нам поставили. Мы называем это требухой, либо можно встретить название там просто рубец по-корейски. Когда мы идем кушать кишки, мне нам отдают сырую. Да, когда мы копчан ели. Да, вот, да. И она просто приправлена. Короче, в традиционной корейской кухне тоже есть такая требуха. Она не такая вкусная, как у нас, но она есть. Имейте в виду, это общая черта. Под соджу, топчу. Ну, соджу у нас сегодня уже вечером еще будет. Не в этом ролике, а у нас за кадром. Давай пробовать теперь кимчи жареное с мясом. Кстати, друзья, как бы это ни звучало очень странно, но на самом деле в Корее
отдельного блюда кимчи жареное с мясом нет. И начало появляться относительно недавно, только по словам вот Инте и Дениса. Мы просто недавно были в одном заведении, и нам подали там... Оно не называлось там как-нибудь, типа... Кимчи коги мукпокым, там, да, оно называлось просто тубу кимчи покым. Но там была фишка в чем? Это была жареная свинина с кимчи именно в центре, а по бокам положили нам сырые куски тофу. И, собственно, предполагаю, что ты отламываешь кусок тофу, сверху кладешь это жареное кимчи с мясом, и, собственно, ешь, и получается прикольная синергия вкуса. Тубу кимчи, как бы, да, было. Ну, там не было никогда мяса. Но вот. Просто кимчи жареное и с тофу. Тоже офигенная закуска под соджик. Развивается корейская кухня в нашу сторону. Да. Вкус этого блюда всегда определяется, знаете, чем? Хорошее ли кимчи. Здесь кимчи отличное. Но, что мне не нравится вот здешним, что здесь мясо взяли то ли карбонат, то ли окорок жесткий, знаешь, который... Мясо жесткое. А обычно используют либо шейку, либо грудку. Либо грудинку, да. Ой, грудинку, да. И вкус совершенно, кстати говоря, тоже другой, более сочно Конечно, появляется. она сочнее, она жирнее. Кимчи впитывает в себя вот этот свиной жир. И само кимчи тоже становится намного слаще. Мы не сильно довольны этим блюдом, но оно по-прежнему вкусное, потому что здесь вкусное кимчи. Но мясо надо заменить все-таки. Блин, кстати, да, кимчи офигительно. Вот теперь у нас осталось жареный перец с мясом. Да, это тоже свинина? Слушай, там можно было с говядиной заказать. Но мы же корейцы, мы знаем, что такие вещи, именно Нужно перец, кимчи, их надо есть только со свининой. Я обожаю это блюдо. Это невозможно сделать невкусно. Да, здесь тоже мясо используется, как и здесь, но здесь оно в тему, а там не в тему. Да. Это очень важный момент. Потому что здесь перец не пустить. Перец, короче, он, скажем так, растаивает. Его нет через секунду после того, как ты разжуешь. А прикус остается свинины, ты начинаешь ее дальше жевать. Здесь, наоборот, свининка должна быть мягкая, потому что ты жуешь кимчи. Ты знаешь, я могу просто вот это вот блюдо есть просто с рисом, вот тут. И все, и мне больше ничего не надо в Да, этой жизни. я могу и без риса его есть. Я к тому, что вот я могу этим питаться каждый день. Ну, то есть это настолько вкусно. Нереально вкусно. У меня, кстати, есть рецепт на канале. Обязательно посмотрите. И, кстати говоря, если не любите острое, можно заменить вполне на болгарский перец, и будет не менее вкусно. Просто надо правильно приготовить. Ну давай, раз ты не ешь требуху, тогда обязательно... Давай ее подальше уберем, она просто, ну, не знаю, мне запах... Портит аппетит? Ну, не портит, а запах мне точно не нравится. Мы просто ее поставим поближе к кости. Ага. Кимчи действительно вкусно, такое кисленькое. Ты вообще любишь такое блюдо, именно кимчи жареное? Да, это я называю блюдо каждого дня. А правда, что у вас на Сахалине это называют кимчи-жар? Да, вообще часто называют кимчи-жар. Серьезно, кимчи-жар. И самое, что, знаешь, интересное, ребят, когда остается немного кимчи уже там, то есть жиром, немного масла там, масло, жир там, мясо, кимчи, немного осталось. Ни в коем случае это, не выбрасывается, не утилизируется. Туда закидываешь свежий рис сваренный. Все, еще раз это обжариваешь вместе, чтобы рис хорошо пропитался. И такой получился покэмпап прикольный. Ну а почему кимчи-жар? Откуда появилось это слово? Ну, жареное кимчи это просто великий русский язык. Просто сократили кимчи-жар. Я всякое мог, я был готов ко всему, блин. Кимчи-жар. Ну, смотрите, Корейское блюдо, которое называется кимчи-жар. Просто много корейских салатов, блюд и так далее в нашей кухне, которые называются корейскими названиями. И тут внезапно вот это кимчи-жар. Ну, а вот ты вот даже сравни, в корейскую кухню приходишь куда-то покушать, да? Ты видишь там вообще название, чтобы было покым написано? Просто написано кимчи жареное, там что-то жареное. Сейчас стали писать покым. Ну, сейчас, а раньше не было, просто кимчи жар или кимчи жареное. Вот действительно, так оно и было раньше. Ясно. Пробуй давай вот этот жареный перец. Ему сейчас по-любому будет остро. Нет, как раз таки я хотел сказать про то, что странно. Ну, они сделали из перца такого, который будет для всех удобен. То есть все могут его... Ну, это что, не анкочу. Просто не особо острый. тебе попался просто, наверное, не острый. Давай ешь дальше, там есть остренькие. Ну вот, еще один кусок. С семечками. С семечками самое не острое. Да может мне всю сразу тарелку шатануть, пацаны, вы что? Нет, действительно, острота сносная. У меня толерантность к остроте вообще нормально, поверьте мне. Тебе только что в кукси было острое, где вообще практически не было перца. Нет, просто не в то горло попало. Как говорится. Мы не попробовали самое главное блюдо наших корейцев. Да, морковча. И вот оно, смотрите, какое здесь красивое, яркое. Смотрите, оно аж прям блестит. На мой взгляд, этот вкус очень сложно испортить. Не везде, конечно, у нас хорошо готовят, но я имею в виду в ресторанах в общепите. Очень много разновидностей. Все по-разному готовят. Там побольше сладости, там сахара, кто-то больше там уксуса кладет, Да. кто-то там больше красного перца.
Ну, по сути, сама морковка – это хороший ингредиент. Давайте разберемся с главным мифом, как появилась морковча. Часто многие люди, которые рассказывают о происхождении этого блюда, рассказывают, что якобы наши предки хотели готовить кимчи, но не было капусты. И из-за этого они начали делать вот эту вот морковь и назвали ее морковча. И это в корне неправильно, потому что важное отличие кимчи от этих салатов заключается в том, что кимчи – это ферментированное блюдо. Вот этот салат, если бы он был бы в традиционной корейской кухне, он бы назывался мучим. Тангын мучим он, скорее всего, бы назывался, потому что все, что заправляется уксусом, либо какими-то другими приправами, это называется мучим. Так вот, знаете, какой был настоящий предок этого блюда? Мусенче. У него даже название похожее. Мусенче. То есть вот эта ча, которая появилась, морковча, это с корейского че. Че – это овощи. И знаете, что самое интересное? Что мусенче действительно похоже на морковча. А мусенче – это как раз-таки нарезанная соломкой редька. Лоба. Лоба, да. И также заправлена уксусом, перцем, чесноком. Вот, добавляется туда тоже сахар для того, чтобы она стала чуть слаще и не горчила. И именно мусенче был прародителем этого блюда, а не кимчи. Потому что наши предки приехали такие: мы хотим мусенче, а редьки нет. А они увидели другой корнеплод, очень похожий на нее визуально, но только другого цвета, да? И главное, что корнеплод. И самое главное, дешевый корнеплод. Это была морковка. Морковка тогда еще была желтого цвета. И вот они готовили аналог мусенче, но не кимчи. Ребята, теперь вы очень умные в этом вопросе и можете просто в пух и прах разбить какого-нибудь дилетанта, да, человека, который занимается какой-то вот неправильной мифологизацией. Теперь вы знаете правду. Что ты еще можешь давать? Ничего, ты все сказал. Все правильно. Я ходящая корейская Википедия. Ну, обычно ничего такого. Да это для тебя обычное. Я привык, что знаешь, как морковку кушают. Масло с луком пожарят и вот так выливают на морковку, то есть смешивают. Не везде в России даже морковчук вкусно готовят, не во всех ресторанах. Ну, это все вкусовщина. Ну, и да, и нет. Я скажу так, что бывает, приходишь в корейский ресторан, там морковча отвратная. Зато потом приходишь в какой-нибудь ресторан, типа чайханы какой-нибудь, и там, как ни странно, морковча очень вкусная. Ну, ты смотри. Я вам даже скажу по-другому. Корейцы, когда пробуют, ну, морковчу нашу, им всем вкатывают, всем нравится. Они просто думают, о, как это сделано, а мы как-то к этому привыкли просто. Инте, ну как, ты доволен нашей трапезой сегодня? Да, отлично, наелись, было сытно. Ну, как обычно, корейская кухня очень богата. Нам И- это теперь все доедать надо. Ну Тут да. достаточно много. Обратите внимание, это блюдо каждого дня, то есть это все можно кушать ежедневно. Наша корейская кухня очень богата. В Пигоде такое своеобразное на углях делать мясо. Все-таки хочется аутентичный вкус корейской кухни. В любом случае, это, можно сказать, тоже определенным развитием, фьюженом и так далее. Да, почему нет? Почему нет? Кукси сегодня мы с вами попробовали 2 вида. Ты скажи, тебе какая больше кухня по душе, наша или традиционная корейская? 50 на 50. 50 на 50, то есть 50, честно. ты не можешь сказать, что вот, например... Я не могу взять, что вот мне все нравится прям с нашей корейской кухни, русскоговорящих корейцев, и именно с южнокорейцев. И там нравится мне все, по 50%. А тебе, Костя, какая кухня больше нравится? Традиционная корейская кухня, либо кухня Карёсарам? Я вообще сам такой человек, который любит поесть, если ты не заметил. Не, На ну ты самом же деле- все-таки хангук, ты должен как-то понимать, различия и сделать какие-то выводы, что тебе нравится больше. Ну, я просто расскажу на живом примере. Все знают то, что у меня жена супруга славянской внешности. Дома мы кушаем и борщи, и корейскую кухню. Я обычно заказываю там доставку, да. Но все равно иногда я скучаю вот по этой еде. То есть тут я не могу сказать то, что я люблю какую-то особую кухню больше. Для меня она, практически одинакова. Супер. Да. Потому что, знаете, я тоже такого мнения, и хочу сказать, знаете, одну важную вещь. Сейчас очень модно в сети, там, в всяких там постах, роликах и так далее говорить о том, что морковка по-корейски, из-за того, что ее нет в Корее, это не корейское блюдо. Нет, друзья, это полный бред. Это, что ни на есть, настоящее корейское блюдо. Потому что кем оно было изобретено, кто его придумал? Все верно, наши предки корейцы. И поэтому вот этот тезис просто забудьте. Это настоящее, повторяюсь, корейское блюдо. И я такого же мнения, что и та кухня, и эта кухня, она прекрасна. И то нужно есть. Она многообразна, она вкусная. И ее надо обязательно пробовать, потому что в многообразии, так скажем, все величие культуры. Поэтому, друзья, на этой ноте мы с вами прощаемся. Надеюсь, видео вам было интересно смотреть. Обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким, мой брат Костя и наш друг Инте, который сейчас за кадром. Всем спасибо, всем пока.